Чтобы минимизировать риски и упростить твою жизнь, в этом видео я тебе расскажу про 10 лучших смартфонов, которые можно купить на AliExpress. Поэтому смотри это видео до конца, чтобы узнать о лучших из них. Погнали! Еще лет 7-8 назад купить смартфон за $60, который не будет тормозить и сможет более или менее делать фото или видео, было нереально. Но время идет, конкуренция растет, поэтому в Китае за эту сумму сейчас можно приобрести вполне себе рабочую лошадку. В категории до $60 лидером среди смартфонов стал Cubot G8. В первую очередь такой телефон лучше рассматривать как игрушку для ребенка, так как за такие деньги будет не так жалко, когда его сломают. Несмотря на такую низкую цену смартфона, на нем вполне можно смотреть YouTube и играть в игры. Четырехъядерный процессор, IPS-экран диагональю 5,5 дюйма, 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт постоянной памяти. Емкость аккумулятора 3100 мАч. Звук достаточно громкий. Камера 13 мегапикселей снимает и фотографирует для таких денег весьма недурно. Если вы сильно ограничены в бюджете или для вас смартфон это не больше чем звонилка, тогда можно взять и для себя. Это лучший смартфон за такую маленькую стоимость на AliExpress. Категория до $100, и тут 3 представителя этого класса. Летать как молния за такие деньги смартфон не будет, но выполнять повседневные задачи будет запросто. Первый смартфон Cubot Note 20. Корпус очень марки, лучше сразу брать нормальный чехол. Оснащен HD Plus экраном диагональю 6,5 дюймов и процессором Helio A20. И как ни странно, здесь можно снять заднюю крышку и достать аккумулятор емкостью на 4200 мАч. Сейчас это редкость. Еще из плюсов можно выделить наличие NFC. Есть 4 камеры, самая мощная из них Sony IMX350 на 20 мегапикселей. Но не обольщайтесь сильно по поводу качества фото. Днем снимки терпимые, а вот при недостаточном свете лучше не снимать. В режиме видео стабилизации нет, проверять соцсети, общаться, смотреть видосики и играть на нем в принципе можно. Работает смартфон на операционной системе Android 10. Второй смартфон в категории до $100 Xiaomi Redmi 9A. Наверное, самый бюджетный аппарат в линейке Redmi на данный момент. Технические характеристики для такой цены в принципе сносные. 8-ядерный процессор MediaTek Helio G25. Экран HD+, 6,53 дюйма. Память 2,32 гигабайта или есть версии на 3,32 гигабайта. В смартфоне две камеры. Основная 13 мегапикселей и 5-мегапиксельная фронтальная камера. Есть автофокус. Батарея 5000 мАч, и для такого смартфона это уже хорошие показатели. Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPS, NFC модуль здесь отсутствует. Сканера отпечатков пальцев также нет. И это неудивительно, модель все-таки бюджетная. Некоторых может порадовать, что есть слот мини-джек 3,5 мм для наушников. Экран IPS, углы обзора не очень. Но ставить это в минус за такие деньги я бы не стал. Фото днем снимает неплохо, ночью лучше не фотографировать. На современный молодежный телефон он точно не тянет, но для детей или родителей пойдет. За звание лучшего смартфона до $100 смело может побороться и следующий аппарат с AliExpress в категории до $100. Realme C11. Первое, что бросается в глаза, это приятный дизайн и удобная задняя рифленая поверхность. В руке смартфон не скользит. Экран IPS с HD Plus разрешением и диагональю 6,5 дюймов. Но несмотря на 2021 год на дворе, оснащен всего 2 гигабайтами оперативной памяти. Такой телефон подойдет тем, кто пользовался чем-то древним и сейчас решил понять, что такое смартфон в принципе. Динамик звучит нормально. Смотреть видосики на YouTube будет комфортно. Есть две камеры, но вы сразу же должны принять, что работать будете только с одной. Само собой, нормальные снимки можно получить только днем. Разрешение 13 мегапикселей с диафрагмой 2,2, плюс 2-мегапиксельный модуль с диафрагмой 2,4, фронтальная камера 5 мегапикселей. И все вышеперечисленные минусы компенсируются батареей на 5000 мАч. Держит она очень долго. Тот же YouTube с одного заряда можно смотреть 18-20 часов при средней яркости. А если только разговаривать по телефону, то должно хватить на 2-3 дня средней работы. В общем, у смартфона есть как и плюсы, так и минусы. Но учитывая низкую цену, а еще возможность использования его в качестве пауэрбанка, аппарат найдет своего нетребовательного покупателя. Категория до $150 и 3 уже вполне приличных смартфона. Такие устройства можно предлагать не только детям и родителям, но и не сильно требовательной молодежи. С повседневными задачами эти телефоны способны справляться как надо.
Realme C21. Этот недорогой мобильный аппарат обеспечивает владельцу очень долгую работу без подзарядки, а также возможность удобной бесконтактной оплаты через NFC. Есть тройной слот для карточек, поддержка всех трех популярных систем спутниковой навигации, Bluetooth 5.0, и все это в весьма добротном, практичном и привлекательном корпусе. Оснащен 4 гигабайтами оперативной памяти и 64 гигабайтами постоянной. Это значит, что на стандартные ежедневные задачи его будет хватать с головой. Батарея здесь тоже 5000 мАч. Экран HD+, 6,52 дюйма, но не нужно требовать от такой цены чего-то большего. Сзади у смартфона установлено 3 модуля камер и вспышка. Камера 13 мегапикселей, 2 мегапикселя и еще 2 мегапикселя. Фронтальная камера 5 мегапикселей. Но снимает здесь скорее одна, основная, а другие два модуля с невысоким разрешением сенсора служат для измерения глубины сцены и макросъемки. Кроме того, модель Realme C21 стала первой в C-серии смартфонов, получившая европейский сертификат высокого уровня надежности TÜV Rheinland. Второй смартфон в рейтинге до $150 Xiaomi Redmi Note 9. На эту модель есть разные размеры памяти, как 3,64, так и 4,128. Но последняя уже выходит за рамки диапазона $150. Если говорить об удобствах, то в первую очередь смартфон оснащен полноценным лотком для 2 сим-карт и 1 карты памяти. Но небольшая капля дегтя: нет индикатора событий. Размер экрана стандартный 6,53 дюйма. Не стоит рассматривать это устройство для игр на высоких параметрах. Все-таки это не игровой аппарат, мощности графического чипа вам не хватит. Громкости динамика хватает для комфортного просмотра видео. Камера достаточно средняя, днем выдает неплохие результаты. А вот чтобы фотографировать ночью, лучше установите Google камеру. Родное приложение чересчур мылит снимки, а батареи хватает на 18 часов просмотра видео. Poco M3 является младшим братом нашумевшего Poco X3, но, к сожалению, революцию он не сделал. Зато попал в этот топ до $150. Первый его плюс — это громкий стереодинамик. В этом диапазоне тяжело будет найти устройство с таким качеством звука. Экран Full HD+, но цветопередачей и яркостью сильно не выделяется. Запредельной мощностью не радует, поэтому не стоит его рассматривать как игровое устройство на высокой графике. Отсутствие NFC тоже можно приравнять к минусу. Фотокамерой он тоже не выделяется и работает, как и большинство его конкурентов в этом сегменте. Несмотря на то, что батарея имеет 6000 мАч, потребляет смартфон тоже немало. В режиме видео его хватает примерно на 14-15 часов, что явно уступает конкурентам. Этот телефон хорош, если взять его до $150. Если брать дороже, то уже сомнительно. Его достоинства: оригинальный дизайн, крупный и отлично настроенный экран с Full HD разрешением, прекрасная автономность, стереодинамики, достойное качество съемки на основную камеру, выделенный слот для карты памяти, мини-джек и K-порт. Недостатки здесь тоже есть. Смартфон не очень быстро работает, нет NFC, на полную зарядку требуется много времени, нет ни широкоугольной камеры, ни зума, посредственные возможности видеозаписи. В категорию смартфонов с AliExpress до $200 попали две модели. Здесь уже можно купить нормальную машину, которая подойдет абсолютно всем. Будет летать, обладать хорошей фото-видеокамерой, достойно воспроизводить игры и выдавать неплохую автономность. Все это оценивается по соотношению цены и качества. Возможностей смартфонов в этой ценовой категории хватит за глаза большинству пользователей на все случаи жизни. Redmi Note 10. В эту категорию попадает модель только 4,64. Но по сути, это самый бюджетный смартфон от Xiaomi с AMOLED-экраном. Для кого-то это может быть существенным плюсом. Также есть тройной лоток для 2 сим-карт и карты памяти, установлен стереодинамик. Из минусов можно выделить то, что нет индикатора уведомлений и NFC. Процессор в этот раз вернули от Qualcomm Snapdragon 678. В повседневном использовании зависаний не наблюдается. Во многие требовательные игры можно смело играть на средних настройках без торможений. Камера стоит своих денег. Если сравнить с более бюджетными моделями, то разница видна даже при дневной съемке. Детализация здесь гораздо лучше. Стабилизация во время видео доступна только в режиме HD при 30 кадрах в секунду. Для большинства пользователей этого более чем достаточно. Еще один смартфон от Xiaomi в рейтинге до $200. Poco M3 Pro 5G.
По сравнению с Poco M3 экран решили прокачать до 90 Гц. Процессор сменили на Dimensity 700 от MediaTek, и это ни капельки неплохо. Тротлинга практически не наблюдается, и смартфон почти не греется. Но не нужно забывать, что это не игровой аппарат, хотя с невысокими настройками можно запускать любые игры. Также заметна улучшенная работа в операционной системе, гораздо меньше подвисаний и более плавная анимация. Динамики, к сожалению, не стерео, и звук очень скромный, но не все так плохо. Для кого-то может быть плюсом наличие NFC и минусом отсутствие индикатора уведомлений. Камера далеко от идеала, стандартный бюджетный вариант. Но стоит отметить, что качество лучше, чем у младшей модели M3. К тому же появилась стабилизация в видеосъемке. Категория до $300 неоднозначная. Главное ее отличие от предыдущего диапазона – это скорость работы в играх и фотовозможности. Realme 8 Pro. Куда же без него? За эту цену, конечно же, AMOLED-экран. Сканер отпечатков пальцев установили прямо под него. Несмотря на это, срабатывает он мгновенно. Камера заявлена на 108 мегапикселей. И днем детализация вправду неплохая. Ночью, конечно же, хуже, но результаты весьма достойные. Явным минусом можно выделить отсутствие стереодинамиков. За эти деньги многие конкуренты предлагают более интересные варианты. Батарея установлена на 4500 мАч. С автономностью аппарата все в порядке. Кроме аккумулятора, чувствуется, что проведена хорошая оптимизация энергопотребления. Есть функция быстрой зарядки, процессор Snapdragon 720G. Достоинства смартфона следующие. Приятный дизайн, тонкий и довольно легкий корпус. Качественный AMOLED дисплей, хорошее качество съемки на основной модуль камеры. Приличная автономность, очень быстрая зарядка, есть мини-джек и слот для карты памяти. Недостатки здесь тоже есть. Все-таки сканер отпечатков пальцев под экраном не самое лучшее решение. Нет стереодинамиков, нет стабилизации при съемке в 4К, нет оптического зума и оптического стабилизатора в тыльной камере, нет режима обновления экрана 90 Гц, в отличие от Realme 6 Pro. Следующий смартфон до $300 Redmi Note 10S является настоящей бомбой продаж на AliExpress в этом ценовом диапазоне. Очень большой и значимый плюс этой модели – устранение мерцаний AMOLED экрана. На минимальных значениях яркости его практически нет. Процессор Helio G95 дает жару. Xiaomi его позиционирует как игровой, но не будем забывать, что это средний сегмент. В своем сегменте он действительно тащит игрушки пободрее, чем многие конкуренты. На ультра настройках графики нормально не поиграешь, а вот на высоких добро пожаловать. Любители бесконтактных платежей могут порадоваться. Есть версия с NFC. Только будьте внимательны при покупке. Убедитесь, что вы берете именно эту версию. А это смартфон Poco X3 Pro, который просто взорвал продажи и интернет в этом году. Xiaomi решили не изобретать велосипед и выпустили ту же модель Poco X3, которую улучшили по некоторым параметрам. Давайте посмотрим по каким. В первую очередь прокачанный процессор. В Pro модель вошел Snapdragon 860, что заметно повлияло на его производительность. Смело можно сказать, что за эти деньги мощнее ничего нет. Плавная графика на максималках вам обеспечена. Физически камера поставлена более простая, чем у прошлой версии, но благодаря обновленным программным алгоритмам фото получаются хорошими. Батарея установлена такая же, также присутствует NFC, стереодинамики и все остальные фишки. По большому счету, небольшой апгрейд камеры и более мощный процессор – это все улучшения, которые для любителей мобильного гейминга придутся по вкусу. Все смартфоны имеют свои плюсы и минусы. Все же я остановился именно на этих. Все ссылки, как всегда, в описании. Если какой-то аппарат не попал в этот топ, то пиши в комментариях, что бы ты отсюда убрал и что добавил.